мы не знаем цель своего рождения. Нереализованные желания. Почему мы несчастны? Потому что все начинается в ментальном теле. Вся наша жизнь – это ментальный пинг-понг. Мир, он очень меняющийся. И почему так происходит? А счастливым от этого не становишься. Намаскар. Истинное желание души, истинное предназначение, почему душа воплощается в этом мире, это прийти к определенному состоянию гармонии, к вечному счастью. Но на практике это сделать получается очень у немногих. И почему мы нашли несколько причин, на самом деле 5, в буддийских древних текстах. И в этих текстах описываются сутры, которые хранятся в палийском каноне, описывается 5 этих причин. Первая причина – это апатия, которая включает в себя такие состояния нашего ума, как сонливость, лень, праздность, вялость, нерешительность или тупость. Это омрачение возникает в нашем уме, потому что мы не знаем цель своего рождения. Так как рождения у нас очень много, душа, каждое воплощение реализовывает определенную затею, которую дает ей Творец. Поэтому, когда мы не знаем предназначение своего пришествия сюда, или на санскрите оно еще называется дхарма, у нас возникает вот эта сонливость, первая причина, почему мы несчастны, потому что мы не знаем, куда нам двигаться, и у нас опускаются руки. Вторая причина – это неуверенность. К неуверенности относятся сомнения, недоумения, скептиз определенный, нерешительность. И на самом деле корень неуверенности, с которой мы двигаемся, то, что нам мешает раскрыть вечность в нас, является стремление к чему-то очень стабильному. Мир, он очень меняющийся. Но для того, чтобы в этом меняющемся мире твоя душа чувствовала себя комфортно и не было вот этого ограничения, как неуверенность, которая тебе мешает раскрыться, мешает найти эту гармонию внутри. Нужно развивать определенную мобильность и гибкость своего ментального сознания. Третья причина, которая ограничивает нас, это злоба и гнев. К ним относятся ненависть, недоброжелательность, отвращение. В буддийских текстах говорится о том, что причиной вот этой злобы и гнева являются какие-то глубинные травмы душевные, которые были получены в прошлом, иногда даже в прошлых кармических воплощениях. Еще есть одна причина, почему они возникают. Это нереализованные желания. Мы все время стремимся «хочу, хочу, хочу», «нужно, нужно, нужно», но на самом деле все ли эти желания являются твоими истинными? Очень многие нанесенные извне. Ты смотришь, видишь, вот живут вот так, картинка такая-то. Если ты счастливый, значит, у тебя должен быть дом, собака, 2 детей, обязательно 2 детей, свекровь рядом или теща. В общем, на самом деле ты это все ищешь, думаешь, ты достигнешь и будешь счастливым, достигаешь, а счастливым от этого не становишься. Наоборот, у тебя появляются новые причины для страданий. Следующее ограничение или причина того, что мы не становимся счастливыми, гармоничными и не чувствуем наслаждения глубинного, трансцендентного в этой жизни, оно связано с тем, что есть беспокойство, волнение, тревога, непонимание сущности того, что происходит с тобой и почему так происходит. Это связано с тем, что мы не получаем правильного образования в процессе обучения в школе, в институте. Нас учат, как экономически быть успешными, нас учат, как социально быть хорошо представленными, раскрученными, но нас не учат, а как же здесь все устроено, а как же процессы здесь происходят в этом пространстве, для чего приходит сюда один человек, который умеет играть на скрипке, а другой человек, который умеет хорошо считать алгоритмы различные, математические, и они не могут поменяться ролями, и они должны выполнять свои роли. И это только лишь пример на профессиях, а есть еще миллиарды различных взаимосвязей, которые есть на этой вселенной, и нам для того, чтобы вплестись в эту жизнь, осознать частью себя этой жизни. Ведь что такое быть счастливым? Это быть с частью чего-то. Поэтому беспокойство возникает, что мы понимаем, что мы что-то делаем не так, не то, несмотря на то, что мы можем быть вполне успешны по социальным меркам. Следующее ограничение – это чувственное наслаждение. И чувственное наслаждение, они спрятаны в 5 чувствах, которые у нас есть. Оно состоит из различных образов, звуков, запахов, вкусов. И это нам дает сильную привязанность к этому миру. В трактатах буддийских описывается, что душа освобождается от колеса перерождения, сансары, так называемого, когда она отпускает все желания. Я не призываю вас отказаться от всех желаний. Мы хотим вам показать, какие ограничения дают нам страдания. Ибо же
Правильные желания приводят к правильным результатам, осознанные приводят к осознанным результатам, а другие типы, они приводят, конечно же, к страданию. Главная драгоценность этой мудрости о 5 причинах, которые являются препятствиями к тому, чтобы почувствовать вечное счастье и гармонию в душе, это в понимании того способа, каким образом эти причины устранять. И, конечно же, самым главным и самым действенным способом в этом является медитация. Но не просто медитация, а речь о глубинной медитации. На сегодняшний день очень много различных медитаций, с которыми вы можете столкнуться. От самых простых, когда тебе нужно минуту-две сконцентрировать внимание на своем дыхании, на кончике носа, на каком-то предмете. Далее идут направленные медитации, когда тебя ведет голос в какие-то там неизведанные страны, ты фантазируешь и находишься в этом состоянии. Но именно те медитации, которые имеют корни и историю многовековую, из древних источников, именно они дают глубину, меняющую тебя изнутри. Потому что все начинается в ментальном теле. Его еще можно называть на простом языке умом. Для того, чтобы было легче понимать вообще, о чем речь. Вся наша жизнь — это ментальный пинг-понг. Внутри у нас зарождается определенное, непонятное нам, откуда появилось это желание. Оно на самом деле называется васана и вкусы из прошлых жизней, которые распаковываются здесь как семена определенных задач или кармических желаний. Они постоянно засеяны в поле нашего сознания. И в хороший, удачный момент они начинают прорастать. Если у вас какая-то дурная компания, странные мысли, соответственно, одна часть поля, одно качество семян возникает. Если у вас противоположные взаимоотношения с людьми, с миром, мироощущение, видение четкое в вашем уме, тогда другие семена восходят. И невозможно изменить этот процесс. Что такое ментальный пинг-понг? Это когда у нас возникает желание, в любом случае жизнь — это пранический поток от Творца. Он проходит через нас. Он идет импульс на познание этого мира. Поэтому мы обязаны что-то делать. Именно поэтому наша прана движется внутри нас, и мы что-то делаем. Идет запрос, и мы его выбрасываем или мы его отправляем в материальное пространство. Оттуда мы получаем отклик и обрабатываем его. И вот самая тонкая и важная часть, о которой никто никогда в процессе образования в нашем современном мире не говорит нашим маленьким деткам, о том, что ты правильно должен научиться воспринимать то, что происходит. Ибо же этот пинг-понг — это суть творения Вселенной. Невозможно его изменить, он так работает. Идет запрос, возвратка, обработка, снова запрос. Медитация — это тот инструмент, который дает очень тонко настроить твое умение правильно воспринимать, что происходит, правильно делать его оценку и делать очень правильный, благостный и с любовью запрос следующий. Есть специальные техники, которые раскрывают, как именно это нужно делать. Очень детально расписывают. Мы эти техники нашли и обработали, нашли мы их в сутрах, в палийском каноне. Палийский канон — это как Библия для буддистов. На самом деле, та техника медитации, которую мы разложили на очень мелкие детали и переложили в целых 2 курсах, потому что она настолько глубокая, эта методика, что в одном ее просто невозможно передать. И для того, чтобы ее освоить, нужна, конечно же, практика. Но для того, чтобы даже передать знания, которые она дает, нужно больше, чем 2, 3, 5, 7 дней. Потому что там скрыта огромная глубина. Так вот, мы взяли эти знания, эту мудрость, перенесли ее на свою практику, обработали через свой опыт и дальше передаем вам. Кто-то уже проходил первый уровень, и мы welcome на второй уровень. Вам все будет понятно, еще будет глубже и интереснее. Те, кто первый раз видят нас или хотят изучить, что такое действительно пошаговое, четко объясненное, с инструкцией, со стадиями развития, с поинтами, которые тебе дают возможность понять, где ты сейчас находишься и что тебе необходимо делать, чтобы попасть туда, где все говорят, что там очень хорошо, и ментально, и физически. Все это полностью будет в наших программах. Приходите к нам на марафоны, либо же вы можете эту программу самостоятельно проходить. Мы в обоих случаях и на марафонах мы поддерживаем живую связь с теми, кто к нам приходят, и те, кто приобретают себе этот курс и проходят. Ибо же основная наша задача — это не заработать миллионы долларов, а основная наша задача — это поделиться этой сокровенной знанием, этой мудрости, которая очень-очень дозирована, очень мало. Мы структурировали, мы записали, мы поделились своим опытом, который мы проходим уже несколько лет.
Поэтому если вы ищете практику медитации, которая действительно имеет алгоритм, четкие цели и инструменты, welcome. Техника медитации, она меняет вас изнутри. Она даже на физиологическом уровне меняет состояние вашего мозга. И это уже даже на сегодняшний день доказано учеными, которые изучают головной мозг, его структуру, импульсы в головном мозге тех монахов, которые относятся к буддистской традиции. Все это делается под эгидой Далай-ламы. И он этим занимается уже более 30 лет. Это дает огромные плоды, огромную почву для размышлений и понимания, что медитация действительно работает. Самое важное, что мы хотим здесь подчеркнуть, что медитацию может и, на мой взгляд, должен практиковать каждый человек вне зависимости от религиозного исповедания. Ибо же медитация — это не отсылка к какому-то божеству, медитация — это не религиозный метод, медитация — это путь к очищению омрачений ума, которые участвуют, как вы уже поняли, в ментальном пинг-понге с этим материальным миром. Поэтому это как брать тот инструмент, который ты работаешь, и очень хорошо его почистить, помыть, перевести его в порядок и снова им пользоваться. И каждый раз, когда он немножко начинает загрязняться, замутняться, снова его очищать с помощью медитации. И таким образом можно приходить к медитации, практиковать некоторое время, чувствовать улучшение, заниматься своими делами, возвращаться к ней, а можно постоянно практиковать. И мы предлагаем познакомиться с этой техникой, и если у вас получится ее вплести в вашу жизнь, вы увидите, что буквально за 6 месяцев интенсивной практики у вас очень многое в жизни изменится к лучшему, к спокойствию, благости, радости, наполненности, любви и внутреннему нектару. Ибо же медитация, как говорит наш гуру, это прямой диалог с Богом. Друзья, такой шанс научиться такой глубинной медитации и применить ее в своей жизни выпадает не каждому. Поэтому не упустите свой шанс. Мы рады, что вы с нами. Намасте.